Второй этап Гран-при в Красноярске. Смотрим на тренировку наших мужчин. Как прошла тренировка? Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя хорошо. Тренировка прошла спокойненько. Приехал, выспался. Еще раз днем выспался. Ну, видишь. Как у тебя прошла Нормально. подготовка? Я нормально. Слушай, вы готовы, и я готова обсуждать. Я тут вычитала недавно одну информацию про тебя, что у тебя мама была фигуристкой. Это правда? Ну, какое-то непродолжительное время, да. То есть на коньках стояла, в секцию походила. Ого. И до какого момента она занималась? Да, Ну, то есть у нее так. есть разряды? Нет. Она говорила, что так. А-ля там какой-то одинарный Ридбергер. Ну, и все. С подружками ходили, делать было нечего. Потом все. Ага. Потом некому было водить, ну и не ходила. Может, это была ее затея отдать тебя в фигурное катание, и как бы тем самым она как-то прорабатывает свои какие-то мечты, желания. Я не думаю, что прям вот ее мечта была фигуристка. Если бы ее мечта была, она, наверное, как-то нашла возможности ходить. Но смело можно сказать, что затея мамы, ну, сначала сестру водила, вот, а я просто шлялся там вокруг катка просто так. А потом мне говорят, ну что ты, мальчик, вокруг ходишь, давай тоже на конечке. Думаю, встал. А сестра сейчас закончила с фигурным катанием? Да, давно. Ну вот так, а ты, получается, за всех отдуваешься. Приходится мечты всей семьи воплощать. Да. У тебя и дедушка спортсменом был. Каким видом спорта? Да. Папа шахматист, тоже спортсмен. Да, ну, это максимально, кстати. Ты знаешь, там, по-моему, там больше всего калорий сжигается, потому что мозг очень сильно работает. Да. Ничего себе, у тебя какая семья. Вот это когда мне говорят, что ты так много думаешь, так много не думай. Конечно, вот зажигается у меня столько калорий, вот не на движение, блин, а какие-то мысли. Какие главные советы ты можешь вспомнить от дедушки? Вообще, он знаешь, давал он много, да, со мной работал, в принципе, вот, он не лез в техническую часть, естественно, он там мало что в этом понимал, но он со мной разговаривал, и я многие разговоры помню достаточно подробно, и спустя время, вот спустя только время, там проходит еще, я думаю, еще в будущем мне что-то откроется, какие-то его слова, которые я понимаю, блин, так и есть, дед был прав. Ну, вот расскажи нам чуть-чуть. Как работать головой, как вот нужно себе там представлять, нужно ли готовиться, что-то повторять и так далее. Вот какие себе установки можно дать. Вот он не говорил, что можно только так и никак иначе сдвинуться в сторону. То есть вариативность тоже присутствовала в напутствиях, что ты можешь сам для себя найти, но вот именно в том, как это искать. Какие у тебя установки на эти соревнования? На эти? Да. Ну, бороться за пьедестал, конечно, что скрывает это. Так обычно заранее не говорят, что вот я приехал в хорошей форме, еще что-то. Но раз мы все сюда приезжаем, мы все хотим лучшего для себя, мы все хотим порадовать тренеров, родителей, семью, болельщиков и так далее. Поэтому вот я буду стараться работать над этим. И, конечно, хочется получить удовольствие во время выступления тоже, что я всегда отмечаю, для меня немаловажно. Что тебе нужно сделать такого, чтобы запомниться? Не именно там первое место на Олимпиаде, а чтобы именно запомниться. Вот что ты должен сделать такого? Ты хорошо подметила. Знаешь, вот эта тонкая грань между высокомерием и каким-то тщеславием, когда думаешь, вот так запомните меня, а я просто хочу, чтобы если после меня, после моего проката, после моей карьеры у вас что-то останется вот внутри, или с каким-то теплом можете вспомнить, а не помнить, то вот это, конечно, для меня будет бальзам прям. Чем, как тебе кажется, ты можешь запомнить? Слушай, вот классная программа, мне так кажется, в этом году. Да. Поэтому надеюсь их показывать, наслаждаясь на льду, будучи раскованным, свободным, для того, чтобы в полной мере продемонстрировать, вот какая задумка вкладывалась и в одну, и в другую программу, которые разные по характерам, и получить вот фидбэк, то, что зрители будут любить эти программы, и потом, может быть, когда-то вспомнят. Ну, у меня уже одна программа вспоминается, которая была где-то там пародию на меня выставил. А вы пишите, какая программа вам больше всего запомнилась уже сейчас.
Скажи, как за такой короткий перерыв можно восстановиться? И Нормально. восстановился ли ты вообще? Ну, восстановился. Я прилетел, потом весь день спал. Потом уже сразу во вторник на тренировки пошел. Вот 3 дня покатался. В пятницу утром в 7:50 утра мы улетели. Какой-то жестокий график Нормально, спортсмена. нормально. Нормально? Как себя чувствовал сегодня на тренировке? Мне Хорошо. кажется, летал куда-то. Ну, мало. Я просто решил чуть супер-ультраси сделать, и пошло. Ну, ладно. Супер ультраси, это как, по-твоему? Ну, решил Ультануться? Я решил аксель-тулуп сделать 3-4. Не очень пошло. Не, ну как-то там подсобрал, но кривенько, косенько, остальное нормально. Ридбергер стабильная одна бабочка. Ридбергер пока не могу. Сразу хорошо. Подожди, на соревнованиях ты еще Я нет. ридбергер не делал. Пока нет, но планирую в сезоне, но здесь не буду. Я Почему? так для себя, для тренировки делаю ридбергер. А сейчас. почему не будешь? Ну пока еще не так хорошо вкатан. Надо. Я, конечно, его вкатывал, но не так сильно, как остальное. Потяжелее прыжок, чем все остальные. Ну, согласна, тут с одной ноги надо прыгнуть. Да, дело тут даже не в одной ноге. Это что реберный прыжок, Реберный прыжок. тем более четверной, если там чуть не доешь, чуть переешь, все. Либо не дотолкнулся, не докрут, либо перетолкнул, улетел башкой назад, приземлился. Все. Было такое? Ну, конечно, вот так. Жесть. Помнишь очень про больно. наш спор? Конечно. Чтобы... Неравноценно чуть-чуть, ну ладно. Ну, если кто не помнит, мы Давай спорили на 2 чистых проката. На произвольную мы спорили. Нет, на 2. На 2? Ты же можешь катать 2 программы чисто. Могу. Ну все, давай Значит, мы да, увидим в Красноярск, Красноярске. да. Забились? Ладно, давай поспорим. Разбить. На 2 чистых проката. Если ты проигрываешь, то тебе 2 поджопника. Если я выигрываю, то я 1 тебе поджопник. Может, изменим условия? Может, если я прокатаю нормально, то колу купишь? Ну, колу и поджопник. Ну, давай так. Ну все, давай. Все, условия Забились. чуть-чуть изменились. Мы 2 раза поспорили. Гриша просто стебется. Он сейчас прыгнул аксель вот так вот. А у нас обычно, ну, кто-то вот так делает, кто-то вот так делает, кто-то вот так делает. Вот так я еще ни разу не видела. Ты всегда с собой коньки носишь? Это какой-то ритуал? Ну, нет. Просто, чтобы в раздевалке не лежали. Чтобы кто-нибудь случайно не это, да? Не, ну мне не важно, мне тренеры говорят, носи с собой на всякий А случай. для чего? Ну да, чтобы, ну, А были такие случаи вообще? у меня нет. А у кого-то Кому были? нужны мои коньки вообще? Да ты чё, ты сейчас самый главный этот... Ты понял. Я видела, тем более твой прокат, очень достойно на тренировочке. Спасибо. И еще мне очень понравился твой, по-моему, ты дубль сделал, каскад из 3, там был вот с такой группировкой. Это что, Да. это что такое? Я удивилась. Это новшество. Я пока не знаю, буду я в прокате делать или нет, но, может, да, сделаю. Мне просто интересно, как в твою Как я голову до этого дошел? пришло это. Мне просто И было куда ты интересно. еще пробовал руки свои засунуть? Ну, я и так делаю, вот так, да, всеми способами уже. А чем отличается? Это более сложно или просто Это просто так по вообще. приколу? Да, да, Короче, по приколу. прикалываешься в Да. программе. Успел восстановиться? В целом успел. Но я так, пока от Магнитогорска сюда все вот так подряд. Хочется выдохнуть, но пока возможности нет. Ну да, потому что после произвольной программы, я еще раз повторюсь, я видела твое лицо полное, ну, просто усталости. И явно ты хотел отдохнуть. Тебе дали Ну да. хотя бы да, 2 да. дня отдыха? Нет, один. Один? В понедельник отдохнул, да, все. Да нормально, нормально. Хочу жвачку. О, у меня есть конфетка. Будете? Люблю конфетки. Как твое настроение, как самочувствие? Настроение хорошее, самочувствие, ну, еще поспал бы пару часиков. Ну, сейчас будешь спать, я так понимаю. Ну, дождусь уже вечера.
Ты как-то похорошел, что-то изменилось в тебе. Не знаю, это надо тебя спросить. Меня? Да. Ты же видишь меня со стороны. Мне как-то засияло, я не знаю. Не знаю, тебя просто увидел, вот засиял. Ну ладно, выкрутился. Насчет тройного акселя. Хочу тебя поругать. Что на тренировке было-то? Все же хорошо. Да, все хорошо. Было в Москве. Ну, пару раз не получилось, ничего страшного. На старте все получится. Ну все, обещаешь? Обещаю. Забились? Забились. Да. Ты видел наши влоги? Нет. Ты не смотришь наши влоги? Мы осуждаем его. Мы не берем его с собой в команду. Короче, если ты проигрываешь, то я тебе 2 поджопника. Если я выигрываю, то я тебе 1 поджопник. То есть я в любом случае, да, проиграю? Ну нет, ты тут как бы либо 2, либо 1 просто. Хорошо. Все сделаешь. Да, Везде. везде. Ну, хотя бы постараешься. Сделаю, почему постараюсь. Сделаешь? Ну все. Все, разбейте. Первый этап для тебя. Волнуешься, переживаешь? Ну, такого сильного волнения нету. Все равно есть где-то в подсознании, наверное, то, что хочется показать все свое самое лучшее. Понятное дело, что еще, ну, не прям пик формы и не самая лучшая форма, но хочется показать вот лучшее, что было вот за последнее время. И вот буквально вчера на своей тренировке я сделал чистый прокат произвольной программы, и хочется, наверное, показать это и здесь. Но будем стараться, ничего не загадываю, ничего не обещаю, поэтому постараюсь просто выполнять свою задачу. Но самое главное, что ты его сделал, это чистый прокат. Ты понимаешь, уже психологически, наверное, тебе легче. Ну да, чуть больше уверенности теперь в себе есть. Мгм. Что поменялось в твоем мышлении, в твоем подсознательном за это время? Ну, наверное, то, что мне тренеры говорят, это больше быть уверенным в себе, потому что я в целом, ну, все могу, и на протяжении предыдущего сезона показывал, что могу, просто когда я в себе не уверен, из-за этого, наверное, случаются ошибки, поэтому, ну, уверенности в себе побольше, и главное, ну, как бы идти нацеленным на то, что я сейчас пойду и сделаю все, а не сомневаться где-то в голове, вот эти мысли, сомнения отбрасывать. Ну, как быть в себе уверенным? Типа подойти к зеркалу и такой, ну, какой красавчик, я молодец. Или как? Нет, просто не думать об этом. То есть, когда ты делаешь на тренировках это, то есть ты идешь уже, понимаешь, что вот я делал это буквально раз 5 из 5 на тренировках, поэтому я сейчас пойду и очередной раз опять сделаю. То есть не надо думать о том, что вот, а если сейчас 100, а если не получится, а если плохо зайду. Поэтому, ну, как-то надо в себе, в голове, наверное, больше уверенность придавать. Чем ты сейчас, помимо фигурного катания, еще занимаешься? Может, хобби какие-нибудь, там, лего собираешь, приставку играешь? Особо ничем, потому что времени не хватает, но на 3-м курсе учусь в институте в основном, закрываю всякие сессии. Сейчас 3-й курс достаточно сложный, уже начинаются практики и курсовая, поэтому сейчас больше подготовка в институте. Все. В каком институте ты учишься? Я учусь в МГАВке. Сфера какая? Тренер по фигурному катанию. То есть ты потом в дальнейшем видишь себя тренером? Да. А что бы ты себе сказал, будь ты тренером перед выходом на соревнования? Ну, сложный вопрос. Чил плюс вайп. Ну вот. Что-то такого. Чил плюс вайп. Чил плюс вайп, да. Да, Светлана Владимировна, если вы смотрите этот влог, значит, вы знаете, что ему говорить. Давай. Чил плюс вайп. Мы увидели, что мужчины заряжены. Ждем завтрашних коротких программ.